Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний соведущий Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Ормурский пролив свободен для транзита. Единственной проблемой являются обстрелы кораблей со стороны Ирана, заявил министр войны США Пит Хексет. Иран и самостоятельно заявляет, что пролив открыт, если нефть продана за юани, что им могут пользоваться страны, выдворившие посольство США и так далее и тому подобное. Александр, что стоит за всеми этими словесными интервенциями и что происходит с проливом, собственно? Ну, что происходит с проливом, можно посмотреть на соответствующих сервисах. Да, я знаю, что есть тема, что некоторые танкеры проходят, выключив систему оповещения, но судя по, как бы так сказать, количеству танкеров, по движению танкеров до пролива и после пролива, ну, прямо скажем, далеко не все суда пользуются такого рода способом, и некоторые из них явно не победили в этой стелс-миссии, если позволите так это обозначить. Что касается заявления министра войны Соединенных Штатов, ну, заявление, конечно, звучит бредово. Над ним не поиздевался, по-моему, только ленивый. Ну, потому что, да, вы можете плыть, но как бы прилетит ракета. Ну, плыть можете, ну, как бы он открыт. Давайте я немножечко позащищаю министра войны Соединенных Штатов Америки. Есть такая область человеческой деятельности — юриспруденция. И вот в этой области есть некоторые формулировки, которые могут казаться, ну, странными, бредовыми, противоречащими вот здравому смыслу, но они для чего-то придуманы. Вот с точки зрения Соединенных Штатов Америки перекрытие Ормузского пролива означает, что там ставятся минные заграждения, и иранские суда начинают буквально шнырять по этому проливу, тормозя суда других стран и их досматривая, ну и совершая прочие действия. Например, там захват, допустим, судов. Нету мин, нету судов иранских, значит пролив открыт. Притом из этого предположения, из этого определения делались, ну, далеко идущие выводы о том, что, посмотрите, Иран не сможет полностью заблокировать Ормузский пролив, потому что он, обратите внимание, не сможет ставить мины в территориальных водах Омана. Там есть маленький оманский анклав, который как раз примыкает к Ормузскому проливу. И этот оманский анклав, да, действительно обладает территориальными водами, но вот если от юридической реальности перейти к нашей реальности, обычной, то неожиданно можно заметить, что подобного рода построения немного бессмысленны, если мы говорим не о юридической процедуре, а о перекрытии пролива. Не соблюдении процедуры, которая называется в Соединенных Штатах перекрытие пролива, а о физическом перекрытии пролива, то есть о блокировке движения судов. Блокировка движения судов может быть осуществлена очень просто. Вы просто говорите: ребята, кто проплывет, тому в бок прилетит ракета, дрон или безэкипажный катер. Проплыть можете попытаться, но мы предупредили. Без разрешения нашего персонального проплывать нельзя. Стоп. Ну и все остановились. За очень редким исключением, которое лишь подтвердило правило, что пытаешься пройти, действительно что-то прилетает в бочину. Ай-яй-яй. Хорошо это? Нет, это не хорошо. Это плохо для мировой экономики, это в среднесрочной перспективе плохо и для российской экономики. Но я тут могу успокоить, что пока общая тенденция такова, что негативные последствия для мировой экономики и российской экономики, как части мировой экономики, не наступили. И наоборот, для российской экономики происходящее сейчас, тот уровень конфронтации, который поддерживается сторонами, скорее, простите за цинизм, но если говорить про чистой воды цифры, выгоден. Так, например, 3 дня назад, то есть в пятницу, российская нефть марки Urals стоила порядка $90. Там 89 с большим количеством американских копеек. Почти $90. Хорошо это? Прекрасно. С точки зрения государственного бюджета Российской Федерации это шикарно. Потому что, во-первых, налог на добычу полезных ископаемых в марте будет больше и явно превысит ожидавшиеся Министерством финансов объемы.
Кроме того, налог на прибыль будет больше. Ну и в целом ситуация лучше, когда то, что вы продаете, продается дороже, чем когда оно продается дешевле. Сверхвысокие цены нам не нужны. Нам нужны вот текущие цены нас полностью устраивают. 90-100 долларов прекрасно. Вот 200 долларов это скорее уже проблема, потому что 200 долларов будут давить на спрос. Спрос начнет сыпаться, он будет снижаться, значит будут снижаться цены, и в конечном итоге вы увидите снижение спроса, снижение цен, и выручка будет ниже, чем была до начала конфликта. Это, если кратко обрисовать, в чем, собственно говоря, риск для мировой экономики и для нас, как для поставщиков. Тут, разумеется, есть некая оговорка, которая касается состояния добычной инфраструктуры крупнейших добывающих стран, но я понимаю, у нас есть горячие головы, которые тут же, да, там сейчас все, там просто весь регион в труху, ничего не восстановит. Я бы не исходил из этого, в принципе, но, разумеется, риски для стабильности поставок, для работоспособности добычной, транспортной, перерабатывающей инфраструктуры, для портовых мощностей, все эти риски имеются. Но, как показывает практика, полностью выбить такого рода инфраструктуру технически довольно тяжело. Это была первая часть, которая касается вот этого странного заявления, этого персонажа, который управляет оборонным ведомством Соединенных Штатов. То есть почему то, что он говорит, ну, с юридической точки зрения не бред, но, да, с нашей обычной человеческой это, конечно, бредово. Ребят, все открыто, можете плыть, но там, правда, ракеты летают, это единственная проблема. Ну, да, это и называется пролив перекрыт. Далее, Иран не заявлял, что можно проходить судам, которые везут нефть, проданную за юань. Иран такого не заявлял. Это заявил канал CNN. Да будет проклято его имя в веках на всякий случай. Канал CNN сослался на высокопоставленного иранского чиновника, который сообщил каналу CNN о том, что, обратите внимание, мы будем пропускать только вот такие суда. Я не то чтобы полностью исключаю вероятность того, что какие-то высокопоставленные иранские чиновники зачем-то общаются с каналом CNN и рассказывают им конфиденциальную информацию, которую больше не рассказывают никто, только канал CNN. Но я все же позволю себе выразить некоторые сомнения в искренности канала CNN, и да будет проклято его имя в веках еще раз на всякий пожарный. Но к чему было сделано, собственно говоря, это заявление? Оно явно было сделано для того, чтобы подогреть ксенофобские настроения, которые без того существуют в странах Запада, в первую очередь в Соединенных Штатах, и во многом они сейчас разгоняются в Европейском Союзе, так как Китай является экономическим противником и того, и другого, то есть не только партнером, но и явным конкурентом, то создаются синофобские, то есть китаефобские настроения, не ксено, там некоторые я замечал в комментариях, неправильно расслышат, синофобские настроения в отношении Китая, что, мол, Китай очень плохой, они страшные коммунисты, сейчас придут, всех захватят, будет ай-яй-яй. Так вот, и подобного рода заявления про юани простраивается в существующем информационном пространстве Соединенных Штатов, Европейского Союза, простраивается за счет этого следующая цепочка. Ага, за этим всем стоит Китай, который просто давит на мировую экономику, чтобы все отказывались от доллара и переключались на его юани. Возможно, именно он заставляет Иран сопротивляться, хотя разумные люди в Иране, это, если что, художественный образ, преувеличение. Разумные люди в Иране давно бы уже сдались на милость победителей. А это все вот из-за Китая происходит. И, кстати, простой европеец, простой американец, если вдруг ты сейчас платишь денег больше за энергоносители, чем ты ожидал платить, то кто виноват? Иран. Ну, Иран-то понятно. Иран, понятно, мы потому с ним там и пытаемся разобраться, потому что очевидно было, что он какую-то такую гадость отчебучит. Но на самом-то деле главный виновник Китай. Вот, поэтому такого рода вбросы мы еще не раз с вами увидим. Кстати, по поводу канала CNN, да будет в третий раз проклято его имя в веках. До этого, буквально неделю назад, сообщал о том, что по его источникам, по данным его, очень объективным, очень точным, Иран начал минировать пролив. Правда, параллельно с этим Иран договорился с Китаем и Индией о пропуске судов, которые идут в эти страны. Ну, Саудовская Аравия, Ирак отправляют грузы, в том числе в эти страны, поэтому этим грузам разрешено проходить.
Как это должно было сочетаться с минированием пролива? Да никак, очевидно. Поэтому это было что? Это было очевидным фейком, как любят говорить у них там. Вот. Далее, по поводу договоров со странами, которые, ну, проявляют, ну, дружественными странами по отношению к Ирану, то есть разумно пропускать суда, которые везут грузы в Китай. Китай зависит от поставок, в том числе из Саудовской Аравии и из Ирака. Ну, и Иран, разумеется, тоже. Но иранские поставщики как-то сумели договориться с иранским руководством. Вот не знаю как, но вот им удалось. Международное энергетическое агентство тут отметило удивительное дело, что количество танкеров упало до 10% от довоенного объема, в смысле танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Ну, разумеется, потому что иранские танкеры с иранской нефтью, это как раз было 10% от совокупного объема танкерного флота, который проходил через Ормузский пролив. Ну вот, как-то так, знаете, совпало. Удивительное дело. Вот, сейчас количество танкеров может быть увеличится, опять же, потому что Индия в том числе тоже зависит от поставок из Саудовской Аравии, из Ирака, и поставки из Саудовской Аравии и Ирака в Индию примерно равны в сумме поставкам из России. То есть Ирак и Саудовская Аравия вместе занимали от 35 до 40% всех нефтяных поставок в Индии. Это огромная величина, и понятно, что заместить эту величину нечем, негде взять такую нефть. То есть, как бы нефти нет, но не для всех. Для тех, кто поддерживает добрососедские отношения и поддерживает в трудную минуту, проход будет разрешен. Опять же, это не означает, что этим судам удастся выйти. Ну, просто потому, что есть еще Соединенные Штаты, которые, я думаю, не погнушаются в какой-то момент помешать выходу тех судов, которые идут не туда, куда нужно Соединенным Штатам. По крайней мере, они могут попытаться это сделать. Вот. И такого рода обострения чреваты тем, что Иран продолжит расширять удары по нефтедобывающей, по транспортной, по перерабатывающей инфраструктуре региона. И тут мы опять возвращаемся к вопросу, который мы задаем уже больше 2 недель, а именно вопрос даже не когда конфликт закончится, а с какими потерями страны региона из этого конфликта выйдут. Потому что потери могут быть как территориальные, что нам на этом канале не очень интересно, по крайней мере, пока это не касается вопросов энергетики напрямую, так и могут быть потери в плане возможности производить энергоресурсы, экспортировать энергоресурсы, перерабатывать энергоресурсы и экспортировать продукты их переработки. И вот сейчас, скажем, та же самая Фуджейра, которая страдает из-за ударов, она страдает почему? Ну, потому что наносились удары, ну, по официальной версии, потому что наносились удары по острову Харк, на котором располагается основной экспортный, но не единственный экспортный терминал Ирана. Оттуда идут основные поставки. И фактически это демонстрация того, что, ну, если вы нас лишите возможности экспортировать нефть, мы постараемся изо всех сил лишить этой возможности и всех остальных. Ну, просто физически вот прилетает туда что-нибудь крайне мощное и ой-ой-ой. Вот. Именно о такого рода потерях, в вопросе о такого рода потерях мы и говорим сейчас, потому что потери растут. Да, какую-то часть можно парировать, какую-то часть в области добычи, в том числе, можно парировать за счет, ну, за счет расширения производства на других мощностях, пока вы выводите обратно на довоенные показатели заглушенные скважины. Но везде ли это удастся сделать? Как быстро это удастся сделать? Неизвестно сейчас. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Подписывайтесь на канал ВМАКС Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.